соперники покажут настоящую рубку и мощь ударов. Ведь на арену сейчас выйдут бойцы, представляющие весовую категорию до 86 килограммов. И мы спрашиваем этого бойца, почему он здесь? А потому что он любит делать вызовы для самого себя. А также любит драку. Ради драки! Из космической столицы России, города Королев, Арман Карапетян! Ему 29 лет, вес 86 килограммов, рост 177 сантиметров, профессиональный рекорд 4 боя, 2 победы. Является представителем тайского бокса ММА, чемпион студенческой лиги ММА, победитель профессиональных турниров по ММА и тайскому боксу. Многие люди при встрече с этим бойцом могут подумать, что он далек от мира единоборств. Ему нет места на арене, думают они. Но он готов сейчас выйти и разобрать своего соперника на запчасти. Встречайте по прозвищу Академик из Белоруссии Никита Шостак! Бойцу 23 года, вес 86 килограммов, рост 185 сантиметров. Профессиональный рекорд 12 боев, из которых в 10 одержал победы. Яркий представитель тайского бокса, двукратный чемпион Белоруссии, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и чемпион Гран-при по К1. Итак, друзья, Никита Шостак повыше ростом, черные шорты, и его оппонент Арман также черные шорты с красными вставками. Оба бойца представляют тайский бокс, но у Армана Карапетяна есть еще и бэкграунд бойца ММА. Что, конечно же, ему, наверное, добавляет шансов, потому как он имеет опыт выступлений в таких перчатках. Выступлений в таких перчатках. И попадает Шостак, едва устоял на ногах Карапетян. Я думаю, что бортик ему помог не оказаться на канвасе. Да, и мы не видим сейчас вот остроты ударов у Армана Карапетяна. Возможно, до сих пор он потрясен, в то время как Никита Шостак прям заряжен, судя по остроте движений. Ребята очень тяжелые, и это все может закончить один удар. Одно точное попадание. Хай-кик какой хороший от Шостака. Опасно. Но пока что спортсменов бережет спортивное счастье. Размен, выбрасывали оба комбинации. Но попаданий точных нет. Несколько хай-киков подряд. Редко мы такое наблюдаем. Сочетание. Шостак все делает правильно. Грузит правой ногой, правой рукой своего оппонента левшу. Отбивает ему предплечье. Вновь попадает Шостак. Едва стоит на ногах Карапетян. И хорошо комбинирует Шостак рука-нога. Все-таки очень сильная школа тайского бокса Беларуси. И практически все атаки Шостак заканчивает хай-киком.
Он входит, выбрасывает комбинации, а затем ставит точку именно хай-киком. Несколько раз мы видели такую комбинацию. Тем временем раунд подошел к концу. Карапетян достоял, хотя пропустил несколько очень чувствительных ударов. Правильно сказать, сложились ноги и руки. Понеслась! Вытягивает на себя Шостак Карапетянов. Он не работает, а поджимается. Раз, два, раскачал, поджал, Карапетян хочет прям зарядить свой левый боковой. Кстати, Шостак сейчас поменял стойку. Но мы знаем, что тайский боксер умеет работать в обоих стойках. Ой, какой нокдаун, а! Все-таки Жестко не может стать Я Карапетян. думаю, надо останавливать бой. Очень сильную плюху он сейчас пропустил. Готов? Я еще не видел турнира с таким количеством нокдаунов. Даже кулаки не такие. Ну, я думаю, что тут... Просто ввиду того, что есть ноги, открытие действуют бойцы. Да. Эти размашистые удары. Еще один хайкик. Видно, он пробил через защиту. Ну, не мудрено с такой амплитудой. Карапетян уже так тяжело стоит на ногах. Карапетян выживает. Давайте говорить откровенно. Показывает характер однозначно, допускает тяжелые удары. Тоже опытный спортсмен с хорошим бэкграундом, но Карапетян сейчас выживает. Ой, какой хайкик. И тут, да, Я думаю, ноги надо подкосились, останавливать да. бой. 4, Если не рефери, так, по крайней мере, углу. 7, 8. Подними шаг вперед. Не успел однозначно Карапетян остановить. Ой, еще одно Колено колено. пролетело. Опасно как. Не подвяжи, отдохни чуть-чуть. Еще один хай-кик. И заканчивается раунд. И не знаю, стоит ли Карапетяну продолжать сейчас. Я думаю, что бой надо было останавливать после того жесткого хай-кика голенью, который пропустил Карапетян. И я не вижу смысла продолжать этот бой. Тут могут быть очень тяжелые травмы. И надо пожалеть здоровье бойца. И только, я думаю, на морально-волевых выстоял Карапетян. Третий раунд. И бой продолжается. Ну, отметим характер Карапетяна. Это однозначно. Это волевой боец. Да. Вообще без вопросов. Вопрос просто, что он сейчас может противостоять, как своему Пропускает оппоненту, потому что сейчас. практически все заходит. Да, вот сейчас пропустил левый боковой. Я, кстати, не видел бэкфистов пока еще. Не Один разрешен. бэк-элбоу был здесь. Да, но он был запрещен. Да. Шостак пока не навязывает темп. Шостак играется. Он сейчас выцеливает, подбирает дистанцию, готовит удар. И колено надо было в конце. Вашу голову сразу. Плотнее руки держи. Закруживает он Карапетяна, Шостак. И грузит, вновь грузит правой ногой. Вот, колено. И вновь локоть прилетает, но стоит Карапетян. Раз, два, снизу поднял голову.
щелчок. И после этого очередной нокдаун у Карапетяна. Руки подними, шаг вперед. Карапетян настроен продолжать. Ой-ой-ой, ну это уже прям отдает слишком много здоровья боец. Я не понимаю, о чем думают в углу Карапетяна, почему не останавливает этот бой. Он пропустил очень много ударов. Но, видимо, не хочет заканчивать карьеру. Не карьеру, точнее, а бой нокаутом. Но по такому бою может быть нокаут натуральный, да. Додержался до конца Продержался Карапетян, но да. много здоровья не составил. Все бои пока на заглядение. Каждый Да, бой очень конкурентный, динамично, интересный. динамично, насыщенно. Бойцы показывают уровень. Просто нельзя сказать, что Карапетян неподготовленный или боец не на уровне. Он на уровне, просто Шостак Единогласным решением судей Подобрал правильно ключи, да. победа присуждается Никите Шостаку по прозвищу Академия. Арман, хотел бы сначала с тобой поговорить. Да, вы оба вышли на коротком уведомлении, да? И, ты знаешь, я смотрел твои бои, это была заруба. И ты здесь хотел показать в первом раунде именно это. Но потом, по, наверное, каким-то физическим данным, не смог дальше показать эту зарубу. Что случилось? Ребят, я всем привет! Эй! Ребят, в любом случае запомните, что мы все это делаем ради кайфа, драка ради драки. Несмотря на то, что у меня не получилось сегодня, я бился до конца, пытался делать все, что хочу. И я думаю, мы показали неплохой бой. И когда-нибудь, как-нибудь, когда будет чуть побольше времени подготовиться, я обязательно возьму реванш. Спасибо. Я думаю, что Никита даст тебе этот реванш, если предоставит организация. Арман Карапетян. Никита, ты первоклассный боец, у тебя есть высокие титулы, и весь этот бой ты разобрал как по полочкам. Я это видел, вот, и, наверное, это благодарность твоему тренеру, потому что ты все делал, как он говорил. Да, спасибо большое. Сначала хочу всех поприветствовать. Привет, Москва! Хотелось бы сказать организаторам, что были такие интересные правила, интересный формат. Впервые в таком участвую. Спасибо большое организаторам, что пригласили меня. Вот. И на самом деле, ну, неспроста. У меня проще академик, но я еще такой веселый академик. Мне нравится бить людей, да. Я это делаю с улыбкой, как вы видите, да. Спасибо большое моему промоутеру, моему менеджеру Денису Гончаренку. Хотелось бы еще выразить благодарность тренеру Лису Анатолию Ивановичу, который очень много работает со мной. И хочу передать всем своим друзьям привет, Минск. Спасибо, что поддерживали, мы двигаемся дальше. Ждите новых новостей. Ты в нашей организации, мы будем делать тебе бои. Спасибо тебе за бой. Парни, вы показали крутой бой. Спасибо вам. Академик из Минска. Этому бойцу без разницы, кто его соперник и сколько у него титулов. Он никогда ни под кого не готовится, потому что считает себя шавинским воином. А воин всегда завоевывает новые вершины, готовый к любой битве. Из Чеченской Республики Нохч, Беслан, шаринский спартанец Хусинов. Бойцу 30
31 год, вес 86 килограммов, рост 185 сантиметров. Профессиональный рекорд 2 боя и 1 победа. Представитель рукопашного боя, является чемпионом Чечни по рукопашному бою, серебряным призером СКФО по панкратиону, двукратным призером чемпионата Чечни по боксу, победитель и участник боев по ММА и профессиональном боксе. Только дайте ему почувствовать вкус крови, и в нем сразу просыпается нечеловеческая сила. Человек-машина с неиссякаемой мощью по прозвищу Киборг Влад Ревуцкий. Ему 24 года, вес 86 килограммов, рост 185 сантиметров. Это его профессиональный дебют. Он является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и 5-кратным чемпионом России по кикбоксингу. Итак, друзья, Влад Ревуцкий и Беслан Хусинов. Базовый боксер Беслан и кикбоксер Ревуцкий. Не бьем, не боремся, затылок не бьем, спину не бьем. Команда стоп, сразу расходимся. По углам. Судья, судья, судья. Первый раунд. Это не драка, это рейдж! И как яростно начинается этот раунд. Хусинов придерживает ногу Ревуцкого. Хорошая серия от Ревуцкого. 15 секунд прошло уже, а сколько столько действий, да, действительно. несли оба бойца. Ну, это вот значит молодой промоушен, еще пока не адаптировали все. И вот действительно стоит, как уже мы отмечали, отметить, что 3 по 2. Очень короткая дистанция, и нужно сразу включаться. Но с разворота наносит удар Ревуцкий. Видимо, есть у Ревуцкого заготовки какие-то, которые он лучше всего исполняет. И что это было? Плечо, травма. Все, я думаю, что По всей видимости, травма. не надо. Вот даже здесь больно смотреть было. Да. С травмой, по всей видимости, вышел Беслан на бой. И только Попробовал ее изолировать тейпом. Да. И только эта травма не дает возможности Беслану провести бой до конца. Беслан, обратите внимание, рвется продолжать бой. Показывает, что у него есть одна рука. И еще. Но зачастую бойцы, как говорил великий промоутер Дана Уайт, сами не знают, чего хотят. И лучше сберечь их здоровье, потому что все может там оказаться намного хуже. Ввиду невозможности продолжения боя, победа присуждается! Победа присуждается Владу Ревуцкому по прозвищу Киба! Да, и обратите внимание, боль такая, что Беслан не может стоять. Пару слов. Травма, да, досадно, но это правило. Понимаешь, есть секунданты, есть врачи. Я знаю, что ты воин, ты готов драться. Пару слов скажи. Вы устроили зарубу. И... Что, по-моему, как ты готовился? Честно, я не готовился. Я держал посты. У меня травма была после чемпионата Москвы. У меня температура была 10 дней назад. Тебе большое спасибо, что ты принял бой, потому что тяжело было найти соперника. Я сразу, как мне тренер сказал, есть соперник, я сразу принял. И все. Спасибо. Я обещаю, еще будут у тебя бои на нашей арене. Пожалуйста, поправляйся и удачи. Влад, скажи мне, наконец-то ты попал в профессионалы. Я знаю тебя очень хорошо, и я думаю, что ты наведешь
здесь шороха, и о тебе очень-очень много кто услышит и увидит. Скажи мне, как ощущения по профессионалам? Ощущение супер, энергетика такая, атмосфера заряженная, много зрителей, кто меня здесь поддерживает. Всем спасибо. Сопернику желаю скорейшего выздоровления, предлагаю сделать следующий бой также с ним. Я тебе желаю здоровья, выздоравливай, лечись, мы с тобой встретимся. Да, я знаю, что вы не показали свой потенциал полностью. И я знаю твой потенциал, что вы бы устроили тут зарубу, но травма. Вот, поэтому, Влад, я поздравляю тебя с дебютом. Ждем тебя снова. Поздравляю! Русский Влад! К нашему главному бою сегодняшнего вечера, где встретятся на арене два профессиональных кикбоксера и покажут высокое мастерство. Перед этим я хотел бы напомнить нашим зрителям подписываться на наш канал YouTube и Рутуб. Он выходит на арену, чтобы вдохновлять людей своим боем, чтобы зритель увидел, что такое настоящий и жесткий кикбоксинг. Он приехал взять реванш и закрепить свое место на арене. Прямиком из Белоруссии Макс Сподаренко! Итак, друзья, Макс Сподаренко выходит в рейдж и ждет своего оппонента Влада Туйнова, хорошо известного всем любителям кикбоксинга, всех любителям единоборств. Бойцы уже встречались, хорошо знают друг друга. Бойцу И мы 30 ждем лет, вес красивый 77 кикбоксинг. килограммов, рост 181 сантиметр. Профессиональный рекорд 42 боя, из которых в 30 одержал победу. Он является мастером спорта международного класса. 8-кратный чемпион Республики Беларусь, чемпион Европы, финалист чемпионата мира по кикбоксингу, ВАКО, чемпион К1 World Grand Prix Максим Сподаренко. Максим Сподаренко, хорошо знаю этого спортсмена, выступал много в России, в том числе дрался с Александром Стружко, проиграл тот бой. Он отправлял в нокаут именитых кикбоксеров, а в прошлом году дебютировал на голых кулаках. И за 2 боя стал одним из главных героев этого кровавого спорта. Тот, кого одинаково ценят и уважают как в большом спорте, так и в поп-ММА. Кикбоксер из России, Орловский бриллиант, Влад Туйнов! Влад Туйнов хорошо знаком всем любителям единоборств. Много выступал он по кикбоксингу, много выступал по кулачке. Разносторонний спортсмен, очень яркий, бескомпромиссный, и мы ждем такого же боя. Да, 2 боя у него на кулачке, 2 победы, обе нокаутами, причем над серьезными оппонентами. Вот второй оппонент Виталий Коваленко шел без поражений в этом виде спорта. Ему 24 года, рост 175 сантиметров, вес 77 килограммов. Его профессиональный рекорд — это 50 боев, из которых 45 раз он выходил победителем. Он мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, Европы и мира. Его боями восхищались в Китае и Европе, в самых главных промоушенах и лигах, таких как Glory и Kunlun Fight.
Ну а мы сразу напомним, что Сподаренко у нас в белых шортах, в черных Туйнов. Судья. До сегодняшнего турнира Влад выкладывал много видео, комбинаций, которые он готовил, удары, которые он готовил, и обещал всех нас удивить. Ну, посмотрим, удастся ли. Все-таки Макс Бондаренко тоже опытный спортсмен, и просто так победа Владу не достанется. Да, как обычно, собран Туйнов. Большой у него именно профессиональный опыт, что, соответственно, повлияло и на тоннаж удара. Постоянно он бьет плотно, очень быстрые комбинации, очень острые и, самое главное, жесткие. Причем я Влада помню, было ему лет еще 16-17. Он едва успевал учиться в школе и при этом выступать на W5, да, на турнирах. Причем профессиональных турнирах. Да, вот это вот и важно, что сразу начал профессиональную карьеру. Совсем немножко любительской было. И обратите внимание, что происходит. Вы вообще здесь есть или нет? Пока Туйнов подбирает ключи к Сподаренко. Вот эти удары с разворота, конечно же, доставляют беспокойство Сподаренко. Несколько раз он их пропустил уже. С разворота сейчас в прыжке торнадо в исполнении Влада. И я думаю, Туйнов здесь что-то готовит для нас. Еще один алшира. Сподаренко встречает фронтом. Но физическая мощь, мне кажется, разная у этих бойцов. Но при том, что Сподаренко не выглядит мелким. Однозначно. Скорее, Туйнов слишком крупным. Так, бэкфист выбросил Сподаренко, как я и просил. Люблю очень этот удар. А сегодня это был первый технический элемент, этот, который пришелся по цели. Который вообще был произведен. Потому что за все сегодняшние бои это впервые кто-то выбросил бэкфист. Итак, мейн-ивент, второй раунд. Туйнов против Сподаренко. Сподаренко показывает, что он тоже с разворота бить умеет. Не удержался Влад. Сейчас подскользнулся, хотя эпизод красивый. Замер зал в ожидании. Да, зрителей много, практически все трибуны заняты, а тишина. Два профессионала внутри рейджа. Обменялись лоу-киками. Хорошо, Туйнов пробивает по корпусу. И схитрил сейчас Бондаренко, с разворота нанес удар, но не помогло. Влад. И обратите внимание, друзья, от борта пробил сейчас. В лучших традициях Энтони Петтиса. Да. Влад Туйнов, оттолкнувшись от бортика. Кстати, наклонная поверхность, она располагает к тому, чтобы вот так разбегаться и пробивать, да, оттолкнувшись. Но только Влад это сегодня решил использовать. Начал пробовать приноровиться к дальнейшим боям здесь. Еще один бэкфист, приходится по защите. Хорошо перекрывается Сподаренко. Не крутимся, спиной не поворачиваемся. 10. Уже обороняется больше Сподаренко, понимает, что слишком тяжелый такой натиск у Владислава Туйнова.
Ну что ж, третий раунд финального боя. И я думаю, сейчас бойцы уже должны полностью раскрыться, так как финальный раунд. Туйнов по-прежнему идет вперед, пытается смести своего соперника. Бьет он больше по площадям, мне кажется, нежели точно пытается выловить. Ну и Туйнову, чтобы вот нокаутировать, как он хочет, ему нужно, чтобы раскрывался Сподаренко, пробивал сам удар, а он зажат. Туйнов сосредоточен, собран, не идет вперед, не форсирует события лишний раз. Включается только тогда, когда чувствует, что он попадает, что он на более вероятные варианты. Да. Надо руками выключать. И еще один бэкфист. Сподаренко перебил здесь всех по бэкфистам. Еще один бэкфист, да. Да, за всех бойцов накидал. Падение в прыжке. Влад сейчас выбросил удар. И заканчивается бой. Влад, конечно же, больше атакует, выбрасывает много ударов, и комбинации в его исполнении достаточно мощные. Но Макса Сподаренко ему сломать и сломить пока что не удается. Все, концовка боя. Главного боя за сегодня. Прыжки на коротке Сподаренко хотел остановить Влада, но не получается. Я думаю, все-таки задумка Михаила Герасимова удалась, и как-то воссоздать атмосферу кровавого спорта или фильма «Искатели приключений» ему удалось. Во всяком случае, в этом бою много акробатических элементов мы увидели, и было это достаточно красиво. Ну что ж, друзья, турнир подошел к концу, а нам осталось дождаться официального решения, которое рефери в рейдже сейчас озвучит. Еще один яркий элемент от Влада Туйнова. 3 вертушки. Да, все в стилистике даже, наверное, не кровавого спорта, а фильма Mortal Kombat. Единогласным решением судей победа присуждается Орловскому бриллианту Владу! Да, друзья, победа Влада заслуженная, волевая, но я думаю, что будет еще продолжение, потому как Макс Сподаренко абсолютно не сломлен, и думаю, что может еще и будет рематч. Макс, пару вопросов. Я знаю, новая арена, но она новая для всех, да? Что задуманное не получилось, скажи. Моя сила в пространстве и в передвижении. Вот, все соперники пытаются меня лишить этого. Тут арена как раз уже это лишает этого, но хотелось бы еще раз попробовать адаптироваться под эту арену, потому что мне понравилось. Я тебе сразу скажу, что это один из самых сильных, да, кикбоксеров. Ты сам это понимаешь, ты принял вызов, да. И у нас еще стоит плеяда таких спортсменов, 77 килограмм. Что ты думаешь, может быть, есть какие-то соперники? Я бы с радостью, грубо говоря, побился еще бы по этим правилам, чтобы почувствовать. И встретился бы вновь с Владом. Ему, как после топ-дога, я думаю, попривычней данная как бы обстановка и арена. Поэтому... Ну, было тяжело с первого боя начинать с такого уровня бойцом, но я боец, нет проблем. Спасибо, Макс, спасибо. Влад, теперь слово тебе, я тебя поздравляю. Ты соскучился, да, по этим боям, по ногам. Да, я видел, ты хотел сделать прыжок, но чуть-чуть не получился. Я думаю, что это будет в следующем году. Бою, скажи мне, вот для
публики. Да, что, слова, что, какие ощущения? Я хочу поблагодарить тебя, Миш, за то, что ты пригласил меня сюда. Дал такого опытного, хорошего парня. Для меня честь боксировать с Максом. Я очень хорошо с ним знаком. Знаю, насколько это сильный боец. Я с большим удовольствием хотел бы с ним работать. Если ты будешь рад и согласен приехать в Россию, сделать совместный мастер-класс, как-то сотрудничать с нашей командой, я буду тебе очень благодарен. Спасибо тебе огромное. Для публики я могу сказать то, что это новая ступень кикбоксинга, это новая эволюция нашего вида спорта, который сможет влюбить вас в наши поединки, в наш прекрасный вид спорта. Я рад быть частью этой истории, я рад быть сегодня в ринге. Я буду совершенствоваться, подстраиваться под эту арену и радовать вас зрелищными, красивыми, эффектными боями.